Себе привет из прошлого. Но от кого же? Давай посмотрим вместе. С вами, как всегда, Вика и новый расклад Таро для мужчин. Устраивайтесь поудобнее, мои любимые мальчишки. Я знаю, вам нравится, когда я вас так называю. И действительно, вы мне каждый дороги по-своему. Мы уже с вами так сдружились. Я постоянно читаю ваши комментарии. Я тащусь от ваших шуток, от ваших историй, которые порой берут просто за душу. Ну и давайте-ка смотреть. Вы как раз не забывайте, мои хорошие, лайкать, подписываться на канал, делиться этим видео. Ну и давайте смотреть, в каких энергиях вы находитесь, что же вы за человечек, да. Вот сигнификация иногда важна даже для самопознания какого-то, да, вот какие-то черты, которые вы пытаетесь себе заглушить, либо же вы сами не признаете их, да, вот пытаетесь как-то абстрагироваться от всего, да, вот какой вы на самом деле, какой вы классный, может быть, какой вы умелец, да. Вы можете говорить: да ну что я, да ну ничего особого, я такой, как все, я обычный. Поэтому немножечко я вас взбодрю, да, и открою глаза на то, какой вы на самом деле классный, и что вас действительно можно любить, и вас есть за что любить. Итак, погнали. Что же вы за человек, и вообще какие энергии у нас проиграются? Кто хочет на личный расклад, либо на диагностику негатива, телефон под видео. Смотрите, мне показано, что, в общем-то, многие из вас многого добились в жизни. Вы деньги, конечно, любите, да, а кто же их не любит? Но деньги – это не самоцель, да, вы не будете там убиваться ради того, чтобы миллион заработать. Да, вы стремитесь, да, вас воспитали, может быть, даже что мужчина-добытчик, мужчина должен хорошо зарабатывать. Вы стремитесь, вы многие достигли, кто-то больше, кто-то меньших высот. Ну, я бы сказала, что большинство из вас где-то, ну, средний и выше среднего достаток. Да, поскольку это общий расклад, конечно же, кто-то из вас может сказать, что вот проблемы, либо же минималку получаете. Но опять же, я еще раз подчеркиваю, большинство из вас достигли много того даже, что вы, может быть, себе запланировали. Вы человек, уверенный в себе, вы знаете, чего хотите, вы не будете совершать какие-то импульсивные, необдуманные поступки. Вы четко всегда ну, как бы просчитываете, да, а вы неплохо разбираетесь и в той сфере, которой вы занимаетесь, хотя, в общем-то, мне показано даже у кого-то из вас может быть 2, а то и 3 образования, то есть у вас могут быть даже несколько там тех же самых высших образований, вы можете владеть несколькими специальностями. Вы такой человек, который любит, в общем-то, коммуникацию. Вот вам скучно одному. Иногда вас, конечно, накрывает, иногда захочется побыть в одиночестве, но это немножко не то, да, это та ситуация, когда каждому из нас нужно личное пространство. То, конечно, хочется уединиться, забыться, закрыться ото всех, да, и просто отдохнуть. Но, в общем-то, если вот брать, какой вы по жизни, вам нужно общение. Вот вы просто зачахнете без общения. И, ну, в общем-то, вам зачахнуть и не дадут, потому что, ну, я вижу у вас, ну, где-то парочка друзей есть. Друзья-приятели, которые, в общем-то, если нужно, они всегда подставят свое плечо, они вам помогут, они вам подскажут, если того потребует ситуация. Вы человек, которому не раз приходилось выбирать, вот в каких-то ситуациях, да, у каждого она будет своя, приходилось выбирать, кто-то может быть среди женщин, да, вот 2 женщины, к примеру, нравятся, и вам нужно было выбрать, да, вот именно душой вы, сердцем выбираете. Кому-то приходилось выбирать, ну, к примеру, может быть, между работами, да, вот разные вакансии вам хорошие попадались. Вы могли тоже взвешивать все за и против, да, вот как-то вы выбирали все равно, что более комфортно вам, да, вот вы не только по финансам выбираете, вам еще важно, какие условия труда, какие там вообще, я не знаю, может быть, функциональные обязанности, то есть вы так очень серьезно подходите к выбору.
Опять-таки мне показывает, что у вас у многих очень хорошо развита интуиция, да, вот часто у нас выпадает верховная жрица. Кто хоть немножечко владеет Таро, это о чем говорит, да? Это интуиция, это какие-то тайны, которые были в вашей жизни. Кто-то из вас, может быть, даже для себя открыл, кто-то раньше, кто-то позже, вы открыли какую-то тайну, но это было очень тяжело для вас. Вот то, что вы узнали, может быть, ну, скорее это касается женщины, да? Это для вас был, ну, такой шоковый шок. Да, это, скорее всего, вы узнали, да, в свое время что-то такое не очень приятное. Кто-то, может быть, про измену узнал, кто-то про вранье, там, какое-то предательство. Причем женщина, ну, действительно, вот вы на нее молились, она вашим ясным солнышком была, и вы не собирались, ну, никак с ней расставаться, потому что просто любили и боготворили. Также мне показано, что на ком-то из вас есть магическое воздействие, мои дорогие. Я это говорю уже не первый раз, потому что, опять-таки, в связи с тем, что, может быть, постоянных мужчин очень много смотрит, да, мой канал, за что вам большое спасибо. Потому частенько выпадает сигнификация, и вот именно тоже момент магии. Поэтому я не буду каждый раз повторяться, очень углубляться в эту тему. Поэтому, если есть какие-то такие подозрения, что что-то идет в вашей жизни не так, то лучше записаться на диагностику, если потребуется делать чистку, там защиту ставить, и будет с вами счастье. Это если коротко. Ну что, погнали, мои хорошие. Давайте-ка смотреть, что же за привет из прошлого. И кто же вам этот привет передает. И вообще, может быть, кто-то и проявится, в принципе, да, из прошлого. Смотрите, у кого-то из вас проиграется ситуация, когда вы узнаете некую информацию от женщины, с которой вы перестали общаться. Это может быть ситуация как раз от женщины, с которой, либо же у кого-то из вас роман был, у кого-то, может быть, ну, немножко не дошло до романа, да, то есть была симпатия, но по какой-то причине не дошло до романа. Возможно, вы были заняты на тот момент, возможно, вам было на тот момент не до личной жизни, да, вы просто вот симпатизировали друг другу, но не более того. Как раз давайте сделаем маленький опрос, а то я чуть подзабыла, да, чуть не упустила этот момент. Напишите, ребят, были у кого-то из вас вот ситуации, когда, ну, реально вот нравилась когда-то женщина, вы чуть-чуть, но не дошли до романа, да? Вот, может быть, вы были женаты действительно в тот момент. Напишите, было такое или нет. Пишите по максимуму, вы знаете, что ваша активность всегда это продвижение канала, это помощь мне, и, конечно же, мне всегда приятно читать ваши комментарии. Эта женщина объявится очень неожиданно. Это может быть и СМС, да, она может по интернету, может быть, вас найдет, хотя вы могли, ну, длительное время, может быть, месяцы, годы кто-то не общаться. Знаете, бывает довольно часто так в интернете даже, вот где-то лазишь там по соцстраничкам, либо же тебе подкидывает, да, вот рекомендованные друзья, вот эти все штучки. То есть она может вас найти и написать. Я вам скажу, что эта женщина, она, в общем-то, вас помнит, она вас не забыла, хоть ваши пути, дорожки и разошлись. Здесь могут быть даже ситуации, что вы не очень хорошо разошлись, кто-то с ней, да, ну так, в стадии небольшого конфликта такого, потому что женщина изначально строила на вас большие планы. У кого-то из вас может проиграться, что с этой женщиной действительно был роман, и вам, в общем-то, было хорошо. Вам было настолько вот именно кайфово, и не только в постели. Вот вы как-то как два пазла, вы настолько с ней нашли друг друга. Но опять же, здесь может быть ситуация, что это были именно вот тайные отношения, да, потому что вы были семейный человек, а поскольку семья не ладилась, да, это вот именно такая вот, у кого из вас была измена, то это даже, ну, я не знаю, это измена от отчаяния, это измена от одиночества была.
То есть не потому, что вы гуляка, ребят. У меня гуляк, в общем-то, как таковых на канале нет. И я это уже давно поняла даже не только с раскладов, да, а вы сами мне пишете, да, многие, что вы не изменяли, да. Если кто-то и изменял, то это, ну, реально от безысходности, потому что дома ждала вас снежная королева. Поэтому здесь были такие очень большие надежды у этой женщины на вас. Это вы ее держали как, ну, какую-то отдушину, может быть, да, то есть вы не строили серьезных отношений. Для вас она была женщина, да, вот именно для постели, для досуга, просто чтобы отвлечься от того кошмара, который происходил на тот момент в вашей жизни. У кого-то из вас может сейчас проиграться такая ситуация, что, может быть, вы сейчас живете с женщиной, с которой вы, ну, реально как соседи, да, там о постели речи не идет, либо же она бывает, ну, настолько редкой, да, что Бобик уже заскучал и уже собрался сдыхать, да, но здесь появилась такая вот тайная спасительница. Поэтому смотрите, ребят, переворачивайте под себя, у кого как это проиграется, да, тайные это были отношения, либо же немножко вы не дошли до постели. Женщина проявится, и почему-то, знаете, мне показывает, что кто-то из вас может ее, ну, так не очень, особенно те, вот с кем вы не очень, вернее, кто с ней не очень хорошо разошелся. Можете даже как-то так холодно отвечать, да, допустим, если она там напишет, либо позвонит. Может быть, вы где-то на улице ее случайно встретите. Поэтому здесь, знаете, скорее будут ее шаги, ее такой привет в вашу сторону. И это действительно будет такое сначала банальное общение. Привет, как дела, там, как поживаешь, что у тебя нового. Ну, то есть вот такие вот банальные фразы, но они имеют очень такой далекоглядный подтекст, скажем так. Эта женщина вас не забыла, как я уже сказала, и она будет пытаться, ну так, слегонца сманипулировать, чтобы с вами сблизиться, потому что, ну, все-таки вы ей нравитесь, еще с тех давних времен. И неважно, дошли вы до постели, не дошли, вот все-таки она настолько уверена в себе, она, в общем-то, тоже знает, что когда-то она вам нравилась. Поэтому так руки она опускать не будет и попытается немножко вас, ну, как бы завоевывать, что ли. Смотрите, это будет реально шанс вернуть отношения, ну, либо же начать новые, да, если у вас таких вот прям близких любовных не было. Это будет шанс начать эти отношения либо с чистого листа, да, либо же, ну, как бы с паузой продолжить те прежние. Это будут удачливые, это будут счастливые, яркие, страстные отношения. Но опять-таки выбирать будете вы, потому что мне больше показано, что больше активничать поначалу будет эта женщина. А вы уже будете решать сами. Но еще раз повторюсь, шанс на счастливые отношения с этой женщиной из прошлого, да, вот привет из прошлого, у вас будет довольно неплохой шанс. Еще давайте посмотрим, какой же еще, может быть, у кого-то проиграется привет из прошлого, кто может еще проявиться в вашей жизни. Смотрите, а теперь такая довольно, ну, такая тема, я даже не знаю, как ее назвать, ну, до мурашек назовем так, да. Смотрите, здесь может проявиться человечек, человек, которого, может быть, кто-то из вас, там, может быть, из вашей семьи считал, ну, либо погибшим, там, я не знаю, пропавшим без вести и так далее. Вот придет какая-то весточка, то есть вы были в тупике, вы не знали, что с этим человеком, а в связи с тем, что сейчас происходит, да, все об этом знают. Здесь даже не удивительно. Очень часто такие случаи бывают, что все, уже человека похоронили, а потом приходит либо, что он жив, либо его там куда-то забрали, да, вы понимаете, куда, где-то он, ну, в ограниченном каком-то пространстве, где ни связи, ничего нет. Поэтому здесь будет такая вот, с одной стороны, и шоковая ситуация, да, потому что вы уже крест поставили, как бы человека нет, уже свыклись с этой мыслью.
Но здесь появляется вот такой вот привет из прошлого, да, привет, ну, это я так утрирую немножко, да, то есть это сегодня расклад, если кто не понял, о каких-то весточках из прошлого, о людях из прошлого, да, с которыми, может быть, вы уже не общаетесь, перестали общаться и так далее, понимаете? Это будет такой приятный шок, конечно же. Здесь будет и море эмоций. Здесь будет и обнимашки, целовашки. Но сначала, конечно, будет дикий-дикий шок. Потому что, ну, человек, это, ну, как будто он воскрес. Но это, в общем-то, приятное событие. Далее, какой еще привет из прошлого у вас намечается? У кого-то из вас, смотрите, проиграется ситуация, особенно, может быть, если вы искали работу, да, какой-то период уже прошел, вам могли отказать по этой работе, да, вы уже опять-таки все расстроились, что все не взяли, а здесь вам позвонят, либо напишут, что вот мы тебя берем, ну, вас берем, да, что мы вас берем, как бы какие-то там ситуации поменялись, и вы можете приходить, да, либо же там на собеседование, либо же уже на стажировку и так далее. Причем здесь может у кого-то даже проиграться, что не из одного места вам позвонят. Может быть, по 2 работам позвонят, да, может быть, даже по какой-то заморской работе, да, то есть вы могли там месяц, 2, 3, когда угодно, да, допустим, обратиться даже за границу. Мне показано, что кто-то из вас обращался даже вот по вакансиям за границу, чтобы устроиться на работу. Но на тот момент вам могли отказать. А сейчас по прошествии какого-то периода вам позвонят, либо напишут и скажут, вот приезжайте, там визу оформляйте, там, либо же еще что-то, и мы вас берем. Поэтому это тоже такое вот будет приятное событие. Ну, еще давайте напоследочек. Кто еще может передать вам такой вот привет? У кого-то из вас объявится дама. Дама, которая когда-то была вашим центром вселенной. Которую вы когда-то любили безумно. В общем-то, она довольно хороша собой. Она, может быть, неплохо выглядит, даже моложе своего возраста. Но от которой вы ушли в свое время. Вот вы отказались от этой любви, да, по той простой причине, что здесь может быть ситуация вранья, предательства, да. Но это была ваша императрица, которую вы любили, с которой вы жили во лжи. Ну, если по-простому, я думаю, вы уже все поняли, что это привет от бывшей. Причем эта бывшая может проявиться очень так неожиданно, очень резко и с такими вот наездами. Вы могли с ней либо не общаться, либо вы могли вообще как-то, я не знаю, очень, очень редко какие-то такие вот были. Это даже не общение, это какие-то фразы, это могли быть какие-то колкости. Это ситуация, когда вы, допустим, где-то на улице, там, либо в магазине пересеклись, она какую-то такую грубую фразу кинула, да, либо косой взгляд, но это даже не общение. А тут вдруг она решит к вам проявиться. А зачем? Давайте посмотрим. Ну вот какой-то агрессивный, деньги, деньги, ой боже, да что ж такое, королеве ж неплохо. Смотрите, ребят, здесь не нужно быть даже тарологом. Одиноко, тяжело, нехватка финансов. Поэтому это такой привет из прошлого, это корыстный такой привет. То есть появится бывшая, которая будет всякими правдами и неправдами пытаться выудить с вас хоть какую-то денежку. Ну вот смотрите, маг, манипуляция, да? Она будет всячески вами манипулировать, рассказывать сказки. Какая она бедная несчастная. У кого-то может она проявиться даже вроде бы как с примирением. Что вот я подумала, я скучаю, я тоскую, да, кроме тебя никто не нужен. Ну, в общем, эти все сказочки про белого бычка вы все прекрасно знаете. Просто я вас предупредила, чтобы вы не повелись на эти сказки. Причем она может проявиться к вам, ну, довольно в таком красивом виде, да. Вы знаете, что если женщина захочет, она может такой марафет навести. Она может и в салон сходить, она может и супер прическу сделать, и все что угодно, только чтобы вам понравиться, чтобы чувства вспыхнули.
Это будет такая манипуляция. Но она глупенькая думает, что если она там напомадится, сделает супер прическу и оденет супер платье, то вы сразу опять влюбитесь. Это глубочайшее заблуждение многих женщин. Я знаю, что мой канал смотрят и женщины немножечко. Поэтому, женщины дорогие, если вы этим грешите, но не совершайте эту ошибку. Если мужчину ударили по самолюбию, если мужчину предали, изменили, большинство мужчин не поведется. Никакие платьишко, ни на какие силиконы, ни на какие там декольте, я не знаю, на что угодно. Хоть вы обсиликоньтесь все, но мужчины любят не за это. Я думаю, вы подтвердите, ребят, правда? Кстати, вот напишите, давайте еще один опрос сделаем, да, вот кто меня смотрит до конца. Вы ведетесь на силиконы, либо же вот натуралочка вам больше нравится. Поэтому вот такие дела, мои ребятушки. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!